5-й подкаст. Кстати, поздравляю нас всех с таким мини-юбилейчиком и тем фактом, что мой первый подкаст, который дожил до 5-го выпуска, потому что ни один СНГшный подкаст ранее не доживал так долго, все закрывались куда раньше. И со мной сегодня, по традиции, конечно же, товарищ Ярослав Кузнецов, он же НС, привет. Виталий Волочай-Вилат, который без вебки сегодня. Привет. Меня сломалось. Здравствуйте, Да. здравствуйте. Владимир Мейлштор Кузьминов. Привет, Вова. Привет. Впервые ты с нами. Ну и впервые с нами также Габен сегодня. И мы сегодня обсуждаем очень интересную тему. Поступок Габена. Да, поступок Габена, а именно International. Габен, что же ты наделал? Что же ты Как же хорошо. Спасибо тебе большое. Сразу. Итак, International, 5-й International, прям как подкаст. Господи, это Illuminati 5, везде пятерки. И у нас инвайты. Инвайты в этом году было роздано только 10 инвайтов. Вместо 11, которые были розданы в прошлом году. Про это, я думаю, мы поговорим чуть попозже. Но для начала давайте обсудим непосредственно инвайты, которые были розданы вчера. А именно LGD, IG, Vici Gaming, Evil Geniuses, Cloud9, Secret Empire, Newbie, Team Malaysia и Virtus.pro. Ну, я думаю, начнем с самых ожидаемых инвайтов, то есть LGD, IG, Vici Gaming, Evil Geniuses, Cloud9, Secret и Empire, поэтому я сразу задам вопрос всем. Ну, все же ожидали вот этих инвайтов. Ни для кого не стало удивлением там приглашение какое-то из этих 7 команд. Тут, Ярослав, ты же все же ожидал. Да, то есть эти 7 команд для меня были вот 100%. Ну, в принципе, наверное, как еще и Малайзия, но там Малайзия уже были какие-то, может быть, вопросы. А вот к этим командам не было. Ну, топ-3 китайские команды, как бы топ-1 американская и там 2 европейские, ну, Secret и Cloud, да, ну и одна СНГ. Так получилось, по-моему, никаких вопросов. А можно задать вопрос, а что вообще и за какие заслуги прямой инвайт без вопросов? Я не спорю, говорю сразу, я не спорю. Я просто спрашиваю у вас, вот по вашему мнению, почему инвайт прямой и причем ни у кого нет претензий дали команде LGD? Ну, на мой взгляд, достойная игра более того, они в последние, ну вот как раз в последнее время показали хорошие результаты там и везде были на китайских вот этих турнирах где-то в топе, ну из того, что я во всяком случае комментировал, и даже там Vici Gaming как-то укатали 2-0, ну и в принципе, если говорить про то, что они ничего не выиграли, может быть, но объективный уровень игры-то у них очень серьезный. Это вот это вечные претенденты, которые как бы пока никак не могут... Ну, короче, как Cloud9, которые не могут никак ничего выиграть, но при этом все время составляют очень хорошую конкуренцию просто, всем. К чему я веду? Просто команда LGD по своим результатам, она очень похожа на команду Na'Vi. Она везде на финалах квалификаций разнообразных попроигрывала. Финал квалификации на Red Bull, финал квалификации на ESL. Вот сейчас ВЦА, правда, выигрывает. На D2CL финал квалификации на D2CL. Na'Vi тоже эти все квалификации проиграли. Но если бы там сейчас были Na'Vi, ты знаешь, сколько было в Ивоне? А вот попали LGD, в Ивоне нету. Так какой Ивоне? Нет, Выбор. Ты зря что-то слушай. Но я не знаю, я сейчас открою вот тут один из рейтингов и скажете, что результаты команды Na'Vi, они похожи на результаты команды Scary Faces, только Scary Faces на 4 пункта выше. Ну, я не сравниваю. Просто из этих 7 команд я считаю, что вот, да, 6 вообще безоговорочных, а к LGD, если ну сильно захотеть, можно было приколупаться. Просто я потом в конце скажу почему, потому что я до сих пор считаю, что инвайтов должно было быть 8. 8 инвайтов. Ну, это может быть. Слушай, я еще посмотрел, у LGD на самом деле за последние 3-4 месяца, ну, слушай, 2 первых места в Китае, это I-лига, вторая EJ-лига 2014 года, она прям в самом конце года была. И 2 вторых места Nest некий и VP Game Pro League. Ну и как бы... Ну, ты знаешь, VP Game Pro League второе место это так себе результат, а вот 9-12 на Даке это все помнят. Ну, насчет VP Game Pro League это ты зря, просто там как бы турнир себе такой получился. Это онлайн, правильно? Нет, это финал был LAN. Финал был LAN как раз таки, да, и это было очень удивительно, но на самом деле LGD
Если посмотреть просто, кому они поиграли вот в этих сетках, они всегда, вот, например, на ESL, они там не дошли даже до финала. Но только потому, что они с IG играли в полуфинале. Их почему-то поместили в одну часть сетки. И то же самое на остальных турнирах, они всегда сливали либо Вичи, либо IG. И это, ну, как бы уважительная причина. Если посмотреть на Нави, ну, кому только они не сливали. Не-не, ну не сравнивай с Нави, это я просто например так сказал. Не очень хороший пример привел, окей. Слушай, понял. на самом деле, давай давай заканчивать с закроем, LGD, но я хотел еще дополнить, что LGD довольно много и выигрывали у Вичи Gaming и IG по ходу вот как бы всего сезона. Да, конечно, общая статистика у них в минус, но были и победы, а все-таки победы над такие, борьба, в общем, с Вичи и IG на равных, по-моему, это тоже чуть ли не заслуживаешь уже инвайт за такое, как минимум. Ну, я хотел на самом деле тогда... Ну ладно, я не буду задавать этот вопрос. Просто мы знаем, что инвайтов 10, альтернатив-то нет, варианты. Кого можно было еще из Китая позвать? Ну, кстати, да. А зачем звать? Ньюби, которых позвали в итоге. Да. Ну, у нас Вот же я есть с Ньюби. Вот Иваном- давайте поговорим про Ньюби. Сейчас, да, что ты хотел Вов, сказать? С Иваном соглашусь в этом плане, потому что если так посмотреть, то вот все эти 10 команд, вот любую какую 11-ю не поставь, она уже смотрится так себе, в отличие от тех же LGD. Поэтому вот с точки зрения того, что если исходить из того, что инвайтов должно было быть 10, то здесь они смотрятся железно. Другой вопрос, что можно было бы сделать действительно меньше, и там они бы уже смотрелись не так железно. 3 команды, ради которых, собственно, вчера многие не спали и ждали, пока эти инвайты будут. Можно я сейчас, пока ты сказал, пока ты не продолжил. Это кто не спал и ждал? Кто вообще знал, что инвайты сегодня утром? Никто не Ну, Но знал. вообще они... Я спал. Я тоже я спал. почти лег спать и открыл в Твиттер перед тем, как лечь спать, и смотрю, Тоби говорит, вот первый инвайт, Вичи Гейминг, смотрим, ждем. И я такой, ладно, оделся, включил компьютер. Ну, понимаешь, ну что за люди? Ну почему? Я вот сегодня пригорел с утра в Твиттере очень сильно, потому что я вчера комментировал Red Bull до 4 утра. Я приехал домой, лег спать в 5 и проснулся в 8. И за это время все инвайты раздали. Такой, да ё-моё, мне что, вообще не спать, что ли? Ну хоть бы какой-то анонс дали, что типа, или хотя бы какое-то время более-менее адекватное придумали. Хоть более-менее адекватное, но не в 6 утра по цету, откуда их основная аудитория. Ну почему не сделать маленький анонс, что завтра или там в субботу? Ну ничего ж не поменяется. Я вообще думал, сразу после Red Bull это сделают, чтобы команды не отвлекать, которые играют сейчас на лане, ну, потому что, хочешь не хочешь, но мне кажется, инвайт хоть как-то, да, влияет настрой на поднимает, да. настрой. Или Ну, кому-то опускает, наоборот. Короче, настрой. с этого я к тому веду, что, блин, ну почему Volvo, почему они не хотят сделать просто элементарно хорошо для комьюнити? Ну с этого же можно было сделать, зафигачить офигенное шоу. Реально шоу сделать. Каждых 15 минут они сделали даже на сайте, чтобы каждых 15 минут автоматом появлялся этот инвайт. Он так красиво выскакивал. Ну, блин, ну сообщите заранее, что начало в 18:00. Все студии запустят стримы, всем будет интересно, будет общение, будет обсуждение. А так они, знаешь, так втихаря. Лайв-подкасты, да, кстати? Да, втихаря, вот так в 7 утра быстро раздали, все, по норам пацаны пошли бухать, все, мы не против. Я напоминаю, От что... этого я валивает. пригорел немножко. Я напоминаю, что у нас сегодня есть Габен, но он воздержался Да, от комментариев по Габен, этому я поводу. недоволен. Габен, я недоволен. Пока молчит. Да. пока Ладно, 3 последних инвайта, которые вызывали у людей очень много обсуждений. Действительно, это Ньюби, победители прошлого интернешнала. Давайте я не буду все назвать, вот Ньюби. Какие претензии? Я знаю, что у многих есть претензии наверняка по поводу этого инвайта. Претензии, может быть, к команде или к непосредственно Valve. Опять, Ярослав, давай опять с тебя начнем. Но у меня есть одна только претензия именно к Valve, опять же. То есть Ньюби, они инвайт этот не заслужили. Вот не заслужили. И, в принципе, насколько я понял, потому что я почитал, инвайт объясняется их успешными выступлениями как бы в прошлом году, а не в этом. Ну, в общем, проще говоря, инвайт дали за то, что они победили на прошлом интернешнале. Но у них были победы в 2014-м на турнирах, кстати. Ну, вот в Баку, например. Да, в Баку выиграли. Ну, в общем, что-то, то есть никаких вопросов к тому, что ты даешь как победителю прошлого турнира инвайт на следующий, нет, это во всем почти спорте так сделано, да, типа защитник титула. Но почему сразу не сказать, что есть один вот инвайт, он уже есть, все, Ньюби, они вот единственные, а остальные 9 еще инвайтов, вот угадывайте, предсказывайте, а мы там дадим.
они не говорили, Ньюби были как все, просто в голосовании. Но попали они как бы в инвайты не как все. Все попали за результаты, а Ньюби потому что чемпионы прошлого инта. То есть вот тут у меня вопрос. Почему бы сразу не объявить, что у нас есть один инвайт? Чтобы не расслаблялись, может быть? Совсем, Ну, чтобы, не положили на все... Да нет, я не знаю, но Они не положили, они, Они и по-моему, так положили, ничего не изменилось. Они, Мне по-моему, кажется, ну на них как они- положили Ну они. да, они у своей второй команды проигрывают там. Ну о чем речь вообще? То есть, ну блин, я не знаю, вот да, типа не заслужили, но чемпиона надо звать. Ну окей, я согласен, но тут вообще полностью НС прав. Скажите, что чемпион едет, скажите это, ну не за полгода, да, скажите там за месяц до всех остальных инвайтов, и вопросов не будет никаких. Вов, А ты так что Valve думаешь? натупили. Претензий к Ну, Valve, к Newbie вообще, претензий нет. да, если говорить о том, что этот инвайт, он дан как чемпиону, ну, тоже вопрос есть, потому что кто от этого состава-то остался? Там легендарный директор, которого все так хвалили, что он там все их поставил как надо, он в LGD, Хао, который тащил там все, что только можно, он Вичи Гейминг. А про то, что, ну, Джун вытворяет вообще в играх, там, я не знаю, сколько у него ММР, но относительно его компетитив Доты, это, по-моему, обратно пропорциональная какая-то зависимость. Потому что он исполняет такие вещи иногда, я просто, ну, диву даюсь вообще, как такое можно сделать, в принципе. То есть, ну, откровенно плохо все вообще. Ну и то, что, да, они проигрывают Ньюби Янг, то, что они там заняли на D2CL последнее место. Они вообще из всех вот последних результатов, я могу сказать, я дико удивился, когда они Ехом обыграли на квалификациях ESL. И я до сих пор думаю, что если бы Ехом там все-таки одержали победу, у них был бы шанс зацепиться за вот эти квалы. Потому что вот мое мнение, вот это место Ньюби, это должны были быть Ехом, если уж давать китайцам. Потому что Ехом играют лучше. Ньюби играют вообще просто отвратительно. Я бы их даже не позвал на квалификацию, наверное, только в открытую. Слушай, ну ты Ну, это уже не позвал в квалификацию. Ты Слушай, видел состав команд китайских Просто, некоторых? да, я видел, но просто я серьезно, ты когда смотришь на этих ньюби и ждешь их от них еще чего-то такого, что все-таки это бывшие чемпионы мира, а они тебе показывают то, что они показывают, просто хочется их засунуть куда-нибудь вообще подальше. Но с точки зрения того, что это бывшие чемпионы, все-таки вроде там 3 человека осталось из бывших, ну, Да. может быть, это Вообще и я правильно. согласен, это в Ньюби, по-моему, это первая настолько сильно регрессирующая команда победитель Интернешнл. То есть вот Альянс, Нави, IG, они смотрелись хорошо или более-менее там после победы на Интернешнл, но Ньюби действительно очень сильно сдали. Есть ли у кого-то еще что-то добавить по этой команде или можем двигаться дальше? Я только что зашел на твиттер команды Ньюби и нажал на ссылочку, меня перекинуло в веб-версию твиттера, которой я не пользуюсь, и я почему-то залогинен под факером. Хорошая информация. Давай, Это Кость. все, что я... Это вся суть команды ньюби. Я Вот могу, так вот у них я всё и могу, происходит. я могу что-то написать, но я отлогинюсь, Иван. Иван, что ты, я не понял, что вообще происходит? А ты где Как-то сейчас, Виталий? Дома, я у себя дома на своем домашнем кошеле. Ага. Это Буш возвращается из командировки, Айвар вещает Начинается. из шкафа. Ладно, Я это был отлогинился. 5-й подкаст Студонала. Да, поехали к следующим, А, к главарям банды. Virtus.pro. Virtus.pro, собственно, европейский инвайт, очень много команд, ну, как очень много команд, которые на последний инвайт от Европы как бы претендовали, от Европы и СНГ. Это были Virtus.pro, NiP, Alliance, да и, наверное, все, да, не очень много. Hellraisers, А, Snipes, Team Tinker можно сюда же приписать. Ну, Тим Тинкер, видишь, в американской квалификации, мы про это поговорим Ой. потом, я очень недоволен, и все Туда-сюда. недовольны, да. Ну, в общем, были претенденты, и действительно инвайт спорный. Как по-вашему, за что получили инвайт Virtus.pro, и заслуженно ли получили по отношению вот к остальным претендентам на этот инвайт? Давайте мы начнем с Вовы сейчас. Ну, в общем-то, если говорить про то, что действительно NiP были еще Alliance, ну, Alliance откровенные результаты показывали похуже, вот чисто по моим ощущениям. Единственное, вот кто конкурировал бы здесь, на мой взгляд, с ВП полноценно, это все-таки NiP. Я вообще изначально думал, что этот слот достанется еще одной какой-то азиатской команде, и это будет Rave.
Но об этом мы как бы позже поговорим, когда Малайзию будем обсуждать. Но если говорить про Европу, то, наверное, все-таки Virtus.pro логично. Взяли две хорошие команды, Asus Polar и Virtus.pro, взяли из них как бы самые лучшие, как во всяком случае, я думаю, показывают их результаты довольно-таки неплохие все-таки. Ну и вот собрали вот такой вот коллектив из опытных игроков. Да, безусловно, заслуженно, на мой взгляд. Почему не НИП? Я, честно говоря, вот по их результатам, может быть, еще какой-то спорный момент и есть, но я просмотрел очень много игр НИП вот так детально в своем там дотаскопе. И я могу сказать, что это команда, которая себе, просто сама эту яму как бы вырыла такую. То есть они могли бы иметь где-то топ-1, где-то топ-2 из тех турниров, где они участвовали. Они там все время где-то топ-3. И, в общем-то, команда смотрится, вот несмотря на то, что они уже столько вместе играют, сыро. И Virtus.pro смотрятся в этом плане посуровее. Несмотря на то, что... Я даже не знаю, какая у них статистика личных встреч. Вот посмотреть. Virtus.pro и НИП? Да. Ты, Ярослав, займешься сейчас? Я... попробуй. Я уже ищу. Там такая, в общем, я уверен, что в любом случае ситуация спорная, то есть относительно того, что либо НИП, либо ВП. Но Alliance, Ашер 4-4. и... 4-4. То есть, кто-то же должен был занять место. Нет, подожди, я ошибаюсь. 4-0 в пользу НИП. 4-0 в пользу НИП даже. Да, 4-0 в пользу НИП. Вот так вот. Хотя это вранье, потому что на лане они выиграли. То есть тут не может. Это ты, наверное, просто смотришь именно Virtus.pro НИП, а мы как... и там Asus Polar Asus, НИП, да, то есть там... проблема. У Virtus.pro конкретно 1-0 вообще с НИП, но это вот новая Virtus.pro. Да. В чью пользу? В пользу Virtus.pro на лане. Кстати, возможно, что вот так вот сидели Valve, вот на все это смотрели и уже просто встряли и говорят, давайте посмотрим вот последнюю встречу, как и было. И по последней ладно. Нет, а что? Вот поставь себя на место Valve. Вот такая равная ситуация. Как ты будешь решать вообще, исходя из чего? Я по результатам посмотрю, потому что у нип хорошо начали, они очень хорошо начали, но у них за все время существования на лане непосредственно было только одно третье место. Это два третьих места. У них было третье место на StarLadder и третье место на Major All Stars. В то же время... MLG, какой они там заняли? который третье. Тоже третье. Да. Третье место. Хорошо. Причем три турнира, на которых так как бы не было супер топов, получается. То есть там всегда состав был хороший, было две команды, которые явно сильные, и там остальные, выше среднего. И они всегда вот этих две сильные команды вперед пропускали. Но у Polar-то получше, у них второе место на StarLadder, второе место на D2L. Если мы берем четвертое место на Dream League, если мы берем состав Virtus.pro, мы берем все-таки, я думаю, Polar, это будет логичнее. Четвертое место на Dream League. Если совсем уже в самое начало, первое место на DreamHack Москва. Это нам везет, мы играем еще тогда с Габлаком. И в целом-то... побольше. Я еще думаю, для меня Virtus.pro вообще вопросом не было. То есть, это было настолько очевидно, потому что альянсы еще могли на что-то как-то надеяться, но бульдогам они себя сразу припечатали. Вообще да. Тут еще такой момент, то что, если брать Европу туда, мне кажется, еще повлияло то, что вот заслуги были какие-то и у Asus Polar, и у Virtus.pro. А сейчас это как бы все объединилось. И Asus хорошо выступали, но и ВП, я там помню, неплохо на Dream League себя где-то показали. В общем-то, это тоже все зачлось году в копилочку. И еще самое главное, элементарный бизнес. Бизнес элементарный. Зайдите на steamspy.com, посмотрите, сколько людей играет в доту из России и из Украины, и попробуй после этого дать только один инвайт СНГшным командам, учитывая, что из квалификации все равно наши не пройдут. К квалификациям мы еще вернемся. Обсудимся. Да, очень интересное заявление про не пройдут наши. Так, Ярослав, ты что-нибудь добавишь? Или... В принципе, все уже сказано. В общем, Virtus.pro, реально, если сравнивать, были более достойны. Как что ты не говори, да? Оголтелые фанаты, Нави особенно могут кричать, орать сколько угодно. А это люди, которые, скорее всего, вообще не следят и даже ничего не понимают. Любой, кто следит, хотя бы хоть как-то за сценой, он видит, да, что Virtus.pro постоянно побеждают где-то, играют, борются хотя бы. Или выигрывает против мега-крипов и подобное. А Альянс полгода просто вообще как бы в яме в какой-то находились. Нави находится в этой яме все время после Интернешнла.
невылазие. А NIP мне очень напоминают, ну, как бы Hellraisers вот еще, они очень здорово начали, но потом просели все-таки вот, ну, реально вот первые полгода, ну, первые 3 месяца после инта очень здорово, а потом так среднее. Ну и да, там, то есть не наиграли. А NIP мне напоминают команду типа образца вот Virtus.pro 2013, где я сам играл. Только там мы получили инвайт с подобными результатами, но инвайтов было больше, да, их было 12 или сколько там Их было 15. Их было до хрена, короче, инвайтов, да. И вот поэтому мы там как-то на последний слот запрыгнули на паровоз. Ну, у нас тоже было вот подобные результаты, да. Мы весь год более-менее играли, постоянно кого-то где-то обыгрывали, но на любом лане мы занимали там 3-е, 4-е место. Ну, то есть элементарно не могли победить. Ну, и вот так. И на IP то же самое, просто слотов мало. Было бы слотов 14 сейчас, им бы дали 100%. Ну, поэтому среди этих команд Virtus.pro просто лучше. Весьма иронично, кстати, что игрок, которого кикнули Нави, поехал на International, а Нави пока никуда не поехали. Очень много игроков, которые кикнули Нави, едут на International. Нет, 2 игрока только. Это Фобос и ФНГ. Ну, а Куроки и Пупеев. Ну да. Там нормально можно насобирать Ну состав. вообще, да, 4 из 6. Подожди, а Lost, а Smile, эти-то, я думаю, тоже на International. Тоже поедут, скорее всего, да. Да. Что так? Теперь вопрос Короче, к Нави. по-моему, Сашке надо задуматься по поводу его решений жизненных. Ладно, ехала. Да, и последняя команда, последний прямой инвайт, это Team Malaysia, азиатский регион. Valve тоже не могли обойти стороной, понятное дело, целый регион. И среди 3 самых очевидных претендентов, Rave, MVP и Malaysia, выбрали именно малазийцев. MVP там сменили состав. Почему Rave не позвали, вот это вопрос. И ответ нам на него даст сейчас Виталий. Расскажи свои мысли по поводу инвайта Малайзии. Я помню, у тебя недовольство очень много в Твиттере. Я жутко горю, это просто настолько неправильно, это настолько несправедливо. Я вообще не понимаю, за что, почему Малайзии, ну, что вообще Малайзия в своей, не знаю, в своей истории, в истории этой команды, которая была создана, я не знаю, наверное, надо идти просто-напросто на какую-то Википедию и смотреть, когда вообще эта команда была создана, потому что, по-моему, это было 26 марта, то есть прошло 4 плюс 7 плюс 30. Это прошло 41 день назад была создана команда вообще. После того, как Ехом Малайзия их выгнали, они еще кого-то там... Они же начинали с LV Gaming, по-моему. LV Gaming был муж Охайо и, по-моему, третий, который с ним сейчас играет. Ну да, там был Кейси Кимба, но был Стинкс, еще его выгоняли. Потом был Нет какое-то время, он уходил Джигвард, а потом вернулся опять-таки Куху. И, собственно, команде 40 дней... Окей, чуть-чуть больше, чем 40. Они там чуть-чуть раньше начали играть под Ехом Малайзия, после того, как... После Дака, как выгнали... Ну, как распались Ехом Чайна. Ну, грубо говоря, они свою первую игру сыграли после китайского Нового года. Это был март месяц, 1,5 месяца назад. В итоге за все свое время они... что они в итоге сделали? Они в итоге поехали на Red Bull, заняли 3-е место, они поехали на StarLadder, выиграли одну игру. Одну. У секретов, которые просто-напросто росли. Все. И то на Red Bull они вчера проиграли, до этого момента уже было решено. Все. Вот этот инвайт, это просто настолько несправедливо, как инвайт Дарерам на втором интернешнале. Ну, это такой классический 3+2 получился у нас, так? Ну, типа, да. А в то же время рейвы, которые за за месяцев 9, наверное, не меняли состав, которые выигрывали квалификации, которые просто шокировали весь мир на Даке, которые там мучаются с этими визами, ну да, не смогли им не поехать там на лан, потому что на тот же MLG, потому что не дали им виз там вовремя и так далее. Ну, они почему-то не получают, при том, что у команды стабильный состав, при том, что команда представляет невероятные Филиппины, где играет людей просто тьма. Я вообще никакой логики в этом решении не вижу, и это полный бред. Я не сомневаюсь, что Рейв этих квалификаций выиграют, но если они проиграют, короче, это вот полная лажа, полнейшая лажа. Я просто боюсь, может, у Valve так, не знаю, как-то это обидит, что ли, но мне кажется, они просто смотрели на вот этот азиатский регион и выбрали команду, которая, как мне кажется, сможет составить наиболее максимальную конкурентоспособность на самом турнире. Мне кажется, рейвы все-таки, если сравнивать с малазийцами, да, к малазийцам вопрос по поводу инвайта, но, мне кажется, малазийцы имеют куда больше шансов показать хороший результат на самом турнире, в отличие от рейв. Мне вот так кажется.
как кажется НСу? Ну, я думаю, что инвайт, заслуженный инвайт, наверное, все-таки рейв, если мы говорим о азиатском регионе, его забрали себе ньюби те самые. То есть вот если как бы убрать ньюби, то сюда как раз рейв как бы вписываются идеально. Вторая команда из азиатского региона, которая этот инвайт заслужила. А если выбирать между Малайзией и рейв, я думаю, что проблема, в общем, рейв в том, что они начали проигрывать в конце. Именно вот последние 2 месяца у них с результатами что-то все очень плохо стало. И та же Малайзия их там обыграла раза 3 на разнообразных турнирах. Малайзия выиграла и те отборы к StarLadder, еще что-то, да, там. Я за Азией не так пристально следил, именно вот какие там турниры были. К Red Bull и к StarLadder. 2 квалификации. Да, нет, ну я вот сейчас... ESL. Я сейчас открыл, у них 3 первых места каких-то тут и 1-2. Ну, в общем, они вот в последний момент начали выигрывать, а Рейв начали проигрывать. И просто на контрасте их в итоге и позвали. Если бы Рейв играли лучше, если бы они играли так же, как они играли полгода до последних месяцев, ровно с момента, как International закончился, если бы Рейв сейчас были не на 20-х строчках всех рейтингов, а где-то в районе 10-го, я уверен, 100%, им бы инвайт дали. И, наверное, вместо Малайзии как раз-таки. А так вот как-то на контрасте получилось, что, в общем, не вовремя начали проигрывать. Ну что ж, Я если еще позволю. Да, извини, пожалуйста. В общем, я изначально думал, что все-таки 2 слота будет на Азию, и сначала так подумал про корейцев, но корейцы, на мой взгляд, даже не то, что их результаты, а вот как-то в этом году движуха вокруг этого именно корейской доты, она подутихла. И сразу эту мысль отбросил. Остались Малайзия и Рейв. Ну, я думал, что и тем дадут, ВП не дадут. Но получилось немножко по-другому. И здесь, в общем-то, как НС сказал, это такой жестокий спорт, где ты можешь весь год показывать результат, потом появляются ребята, вот такие вот, которые собираются месяц назад, они просто тебе 3 раза дают люлей, и все, и едут вместо тебя на International. Потому что, азиатский регион, я так понимаю, он для всех такой какой-то немножко непонятный. То есть даже те, кто его комментирует, вот стоит буквально на 2 недели отключиться, и ты опять не понимаешь, что там вообще происходит. Кто есть кто, там, кто насколько хорош. И вот появляются вот эти малазийцы, и они показывают, что мы можем собраться и всех отметелить. И думаю, что Valve посмотрели на это, решили, что действительно, да, будет целесообразней с точки зрения именно конкурентоспособности позвать Малайзию. Но это даже жестоко, я понимаю, что там все горят. Я сегодня в Твиттере, все там, кто на английском языке пишут, они, по-моему, только по этой теме и горят. То, что как так могли дать, там и на Reddit. Ну да, получилось немножко жестоко, может быть, где-то немножко несправедливо, но по силе меньше нужно было проигрывать. Последние вот именно. Хотя бы 1 раз они бы выиграли Малайзию. Было бы все, может быть, хоть куда-нибудь бы попали на тот да, StarLadder. они проиграли везде. ESL, StarLadder, везде, где только можно. Причем по играм там просто, левой пяткой играли Малайзия. Было такое ощущение. Они там что-то не банили ничего, просто выходили и месили как только могли. Но объективно, ты когда смотришь такие игры, ты думаешь, как можно дать вот рейв вот с такой игрой? Вообще, да, обидно. Все, я на этом закончил. Собственно, мы обсудили 10 прямых инвайтов, и хотелось бы 1 минутку буквально уделить такой теме. Это неоднократно, по-моему, многие говорили там, что Valve в предыдущие годы спрашивали мнение у комментаторов, у аналитиков по поводу того, кого следует позвать, какой бы список вы составили команд, которые должны принять участие на Интернешнале. Было ли такое в этом году? Вот Вилат, НС, Вова, у вас кто-то что-то спрашивал? И если нет, то, может, вот как раз вот эти предикшены Оракла и заменили вот это вот мнение, так сказать, со стороны. Не знаю, у меня никто ничего не спрашивал. У меня был вчера звонок с частного номера, но я не взял трубку. Может быть, Гейб звонит. Меня спрашивал, собственно, Айсфрог по поводу инвайтов, начиная с 2-го Интернешнала. То есть не по поводу инвайтов, то есть интересовался моим мнением. Кого бы я там поставил в топ и так далее. И, не только у меня еще, я знаю еще как минимум 4 человек, у которых он это спрашивал. Перед этим Интернешналом ни с одним из нас не связывались вообще. Учитывая, как они анонсировали это все, я думаю, там вообще... Поплавило их.
Мне кажется, Оракл Супер заменил. так. Вот это вот Оракл, prediction. ну или Оракл заменил. Нет, Да, то есть- если Оракл заменил, то это полный вообще трэш. Но все-таки Оракл, если и заменил, то заменил он более-менее правильно. Поэтому все-таки, я думаю, если бы Оракл заменял, Нави бы получили Ну, инвайт. вообще, да. Поэтому я думаю, что все-таки Оракл не Не, ну заменял. это же но, мнение, это же не другой redemption вопрос. vote. Другой вопрос, а где все-таки Valve взяли инфу тогда? Ну вот, собственно, из-за того, что ни с кем они, видимо, особо не советовались, или круг этот сократили очень и очень сильно. Ну, скажем так, есть информация, что у Valve чуть плотнее начали работать с некоторыми людьми из киберспортивного сообщества напрямую. То есть не просто у них спрашивая их мнение, а, грубо говоря, там выплачиваем какие-то деньги за это. И ну, вот есть у меня там кое-какие мысли по этому поводу. Мне кажется, что вот есть там у нас вот 2-3 человека в мире, которые очень сильно от этого будут отмораживаться, которые конкретно влияли на это решение. Мгм. Ну, может быть, может быть. Но в любом случае, вот видишь, когда спрашивали, мне кажется, огромный пул, человек из 50 по всему миру, решение получалось более объективным, что ли, наверное. Ну, к этим инвайтам лично у меня почти вопросов нету. В этом году они смотрятся весьма-весьма оправданно. Ну, Но их слишком много. Их надо было сделать на 2 меньше и сделать 6 слотов на квалификацию. Ну, Один их от каждый Америки, год один- делают меньше. Вроде как. Ну, все равно слишком много. 8 инвайтов и 6 слотов на квалификации прямых. 2 от Европы, 2 от Китая, 1 от Азии, 1 от... да. Плюс вайлдкарды. Это было бы идеально. Ладно, давайте перейдем к квалификациям. Я сразу свои мысли выскажу. Квалификации, как и в прошлом году, 4 региона, по 9 команд заинвайчено, есть один open слот, мы к этому всему детально вернемся. Формат квалификации, пока я не знаю, каким он будет, но суть в том, что за 7 дней пройдет, в отличие от 20, по-моему, дней в прошлом году, за 7... 16 было, в этом 8. Да, в этом 8. 8 дней на то, чтобы 4 квалификации прошли. Как и в прошлом году, первые места получают Direct Invite, вторые места едут играть в Wildcard. И в Wildcard 2 команды в этом году выходят на, собственно, турнир. Я сразу забегаю очень далеко вперед, но вот мне казалось, что было бы куда круче, если бы в этом году Valve вообще 3 команды звали. То есть первые места получают Direct Invite, вторые места едут в сетку виннеров играть, Wildcard, а третьи места с каждой попадают в сетку лузеров. И Wildcard у нас бы получился нереальной зарубой. Просто я смотрю 4 команды и 2 слота, ну, как-то... Я думаю, бабло. Хайпа, ну я понимаю, что бабло, но просто хайп. А ну как-то какое он... бабло, ну ребят, ну какое бабло, о чем речь? Им привести 20 лишних человек, это вообще, это, ну, забей, это секунда продажи компендиума, реально секунда, мы можем посчитать. И тогда я не знаю. Я думаю, что это все-таки скорее, ну, лень или не видит, ну, как бы, или не видит они целесообразности в этой идее, Иван. Ну, то есть я просто высказал свое вот пожелание. Это и хорошая передал. идея. Вот этого я эту идею ни от кого еще нигде не слышал. Может, ты где-то писал, но я не видел. Но это это очень здоровая, очень классная идея. То есть вот эта идея по сравнению с квалификациями, вот эта идея мне очень нравится. Еще вторая идея мне очень нравится. Я не понимаю, почему Valve, которые работают со всеми организаторами турниров в мире, не смогли найти условных БТСов в Америке, условных Perfect World в Китае, условный StarLadder в Европе и условных еще кого-то там в Азии, и просто-напросто этих 10 команд перевести на LAN. Ну, Это да, же да. несложно сделать. Это вообще элементарно сделать и разыграть это на лане. Ну блин, а у нас в итоге будет получаться опять какие-то проблемы с какими-то ДДОсами, опять у Hellraisers кто-то скайп начнет юзать, опять кто-то будет... Ну то есть, и вот это вот, то, что эти 10 команд можно было привести на лан, и то, что, собственно, вот правильно сказал Ваня, что действительно можно было сделать это все повеселее, это 2 больших плюса. Я не буду касаться вообще срока, потому что я опять горю. Я не понимаю, как это будет Как выглядеть люди будут вообще. жить, которые освещают эти турниры. Да, Как потому люди что- будут смотреть на квалификации на International, это очень круто. Мы помним эти квалификации с позапрошлого года, с прошлого года. Это было вообще супер круто, убер круто. Это всем было интересно. А сейчас это просто взяли, впихнули все в 8 дней. Почему?
Ну в чем ваша проблема, как Каспер любит говорить? Почему не растянуть их на 16? Там никаких ланов в начале июня нету, вот кроме турнира, который сегодня начался, Марс Дота Лиги. Ну там команды, которые участвуют на квалификации, участвовать не будут на этом турнире. Ну растяните вы его. Ну дайте людям посмотреть хоть что-то, а не вот так все на кучу. 2 квалификации в день, то есть с 25 по 28 мая мы будем просыпаться в 6 утра, смотреть Китай целый день, параллельных, наверное, миллиард матчей. Потом вечером мы после Китая будем ложиться на час спать, просыпаться в 9 вечера, смотреть Америку до 5 утра, и потом опять Китай, потом опять Америку, потом опять Китай, туда куча мяса, ничего не понятно, и $20 миллионов. Да, дедосы, слитые матчи, да, черт знает что, и... Китайские Да. сервера. Студии будут на себя заказывать DDoS, чтобы поспать просто. В какой-то момент. Сам Ладно, себя это... задудосил. Да. Это я так... Виталий Погорел. Кто-то еще хочет поговорить? Раз мы уже затронули тему сроков, каждый из нас наверняка примет участие в освещении, собственно, этих квалификаций. Если у кого-то, я уверен, у всех есть претензии, Вова, как тебе перспектива это... не спать по 20 часов? 8 Из дней. всего того, 8 что, дней, в да. принципе, мы сегодня обсудили, вот это меня реально, ну я даже не знаю, как назвать, ну расстраивает, что ли. То есть даже не то, что там не спать, ну бог с ним, там можно там, конечно, налупиться каким-нибудь кофем, там, энергетиком, и с красными питами. глазами сидеть, да, ничего не понимая, но это бог с ним. Но то, что это все пройдет так быстро и так скомканно, ну то есть я и прошлой этой квалификации, можно сказать, так, ну, довольно-таки скомканные все вот эти, получается, параллельные матчи, там, даже не квалификация, а сам International, когда 4 параллельных матча идет. Как-то тяжело зрителю следить. А здесь что вообще такое? Просто в мясорубку все затолкали ногой, В блендер. прокрутили, и в итоге какие-то там ехом в конце вышли. Ну, то есть... Я даже не могу себе представить, как смотреть этот финал какой-то, или там что вообще будет. И самое Такое главное... ощущение, что это сингл просто забацают вот так. Так, 10 команд, какой сингл? Самое вот что страшное. 10 команд, как Да, они кстати, сингл нельзя сделают? сделать ни Или сингл, дабл. никакой таблицы. Ничего, то есть в любом Только- случае надо только делать какие-то группы. Да? Да. Ка- Либо да. одна большая, либо 2 по То 5. есть это ужас, ужас. Это, да. слушай, это в натуре, это как ночной микс рандом вот это какой-то. Вот это Они, кажется, нормально. увидели этот Valve. Да, идею, Наумов Капс, посмотрели. Наумов Капс, ночной микс Я рандом. очень жду, когда они в флешбеке. заанонсят формат Слушай. квалификаций. Посмотрим, что получится. У меня есть такое ощущение в этот раз. Вот они анонсировали эти мейджоры, турниры, да, месяц назад или сколько там уже прошло. У меня такое ощущение, что они уже знали про то, что они будут делать эти мейджоры, наверное, какое-то время еще до того. И кажется, что они в этом году решили сделать вот как-нибудь, знаешь, отмучиться, типа вот. Потому что со следующего года будут мейджоры. Возможно, что как-то и система инвайтов, и квалификаций перекочуют в эти мейджоры, да? Ну, это было бы логично. Что там ты выиграл мейджор, вот у тебя сразу инвайт. Ты занял 2-е место, у тебя там, может быть, тоже сразу инвайт. Ну, как-то так. Я уверен, что это будет связано как-то, да? То есть вот эти мейджоры и сам International, инвайт и квалификации на него. А в этом году, ну, типа, да ладно, со следующего, типа, будет круто, а сейчас давай за 7 дней, 4 региона, бабах. Это Типа, мне напоминает, когда ты в комнате убираешься, остается в конце куча, и ты уже просто тебе лень, ты в шкаф все запихиваешь. Да-да-да, или под Потом кровать открываешь, ногой, вот это. Именно так. Или пыль, знаешь, там за дверь ногой, типа так, оп-оп. Ну, Да. если бы, я знаю, Ваня не сможет писать скайп, я вот скинул картинку, первое, что мне пришло на мысль, когда я увидел вот этот формат, это вот эта картинка. Это первое, что... Да. И так сойдет. Лучше картинка с печкой, где ей в рот дров напихали. Да. И так сойдет. Бывает. Ну, такое, может быть, ну, то есть, есть в этом один маленький плюс, меня сегодня тоже переубеждал один человечек, в том плане, что людям в последнее время очень понравился формат многим, и людям, и командам формат квалификации на Red Bull. Один день, 4 команды, Double Elimination, быстро сыграли, все. Может быть, что-то такое Valve исхитрятся придумать на 4 дня для каждого региона, чтобы не было, ну, слишком много игр, было честно и умно. Может быть. Но я 10, сомневаюсь. блин, команд. 10 команд вообще никуда не пишут. Они не делятся на Не делятся на нормально. 4, да. То есть тут, ну, я не знаю. Как ты сделаешь, да, тут вот самая большая проблема. Ну, ладно, мы посмотрим. Уверен, что Valve все-таки не садисты, они
Ну ладно, в Европе, там, в Западе они найдут столько людей освещения, грубо говоря, то есть мы вообще, вот эту тему можно еще затронуть, что они найдут столько людей освещения, которые, они скажут, например, не будет 3 параллельные студии, которые комментят все квалификации, и там, они просто скажут, там, БТС вы на Америке и там на Европе, ГД-студия на Китае, грубо говоря. Мне кажется, люди будут очень недовольны. Да, люди будут недовольны, Особенно но... те, кто получит Юго-Восточную Азию только. Да, И да, всё. но я образно говорю, что типа там распределить можно, а у нас хорошо, у нас, блин, сколько у нас Ладно, комментаторов Иван, всего, давай, да. это А, такое. Я ха- думаю, что такого не будет, и вот как А раз что по поводу вот открытых квалификаций? Я потому что Вот, представляю, да-да-да. что там может миллиард команд зарегаться вообще. Просто такие, о, 1024. ребята, давайте мы зарофлим своим там стаком. Нет, слушай, Типа, открытая двигается от квалификация 1024 это команды, крутая штука. Макс. Открытая квалификация это супер топовая вещь. Я вообще говорил 1000 лет назад еще, что, ну, и, блин, мне кажется, как только вообще вот International, какие-то там второй только был, я уже говорил, что нужна открытая квали. В этот раз вот Европе нужно было давать больше слотов на квалификацию, очевидно. Но вместо этого они решили дать 9, да, еще меньше даже, чем 10, Мгм. и просто запихнуть всех остальных, а там еще команд 20, которые там претендуют, и еще 1004, да, получается, просто которые рандомные какие-то могут туда зарегаться. По-моему, один слот это мало, вот что я хочу сказать. По-моему, на те же квалификации тоже их бы расширить, там, скажем, до 16 команд, 8 давать инвайт на квалификацию и 8 еще по открытым. Ну, блин, что такое одна команда? Это что вообще за мясорубка? Это же просто убийство. Это какое-то. мясорубка, но я, честно говоря, не совсем согласен с этим open slot. Ну вот лично мне он не нравится. Почему он мне не нравится? Потому что покикали, грубо говоря, поуходили игроки со всех, с топовых коллективов, там собрали какой-то стак и просто выиграли эту квалификацию, и, грубо говоря, и внезапно еще выиграли полную квалификацию и поехали. Так ради бога. Так Ну, и чё? мне это, как бы, а за что? В Блин. смысле, а За то, что они Подожди, смогли всех подожди. выиграть, это спорт Иван, как Иван, бы. у тебя какое-то странное. Почему, в смысле, за что? Вот именно, что когда дают за что-то, тут нужно понимать такую вещь, что не... вообще, вот сейчас киберспорт стал таким, вот, по крайней мере, если мы о доте говорим, если ты никто, то тебе очень тяжело стать кем-то. Сейчас на любой турнир дают инвайты, Да, никуда да, почти да. нету никаких отборов. Ты То просто, есть- вот у тебя сильная команда, но ты не можешь себя показать. И да, и не за что тебе дать инвайт в итоге, даже в квалификацию. То есть Должны- смотри, если взять даже список, там, да, есть там какая-то Вега, да, которая попала там в мир киберспорта там 4 месяца назад. Лондон Conspiracy, которые, кроме того, что они выиграли про серию на StarLadder, чудом отобрались на финалы, вообще нигде не играли, абсолютно. То есть, ну, они пробились через аматорку, опять-таки. То есть, а вот тут вот тебе аматорка, вот такая вот аматорка, которая, давайте, поехали, и туда ж команда инмейта там пойдет, не знаю, с ластом, конечно же пойдет, почему не пойдет. 1024 команды, ну, я очень сочувствую для начала Фейсету и админам, которым придется бороться с просто огромнейшим количеством подделанных скриншотов с финальными результатами и так далее, и так далее, и так далее. Но это интересно, и я уверен, что победитель каждой из этих квал будет реально достойным. Реально очень достойным. Причем я могу на 100% сказать, что победитель каждой открытой квалификации явно не будет последним в своей квалификации общей. Это 100%. Потому что это уже будет хорошая команда, которая уже дофига друг с другом сыграла, по крайней мере, больше, чем, например, ребята из команды North American Rejects. Все, сейчас опять гореть начну, я помолчу. Ну, посмотрим. Мне кажется, выйдут какие-нибудь там Basically Unknown в Европе, и будет то же самое, что у них на Dream League происходят, ну, не очень хорошие результаты. Ну ладно, это open slot, и я понял, только и мне он не нравится среди вас всех, все остальные довольны. Ладно, давайте детально про каждую квалификацию, про каждый регион поговорим, обсудим, кому мы считаем топ-2. Давайте я быстро... Ну, начнем мы с вот как раз с Азии, с азиатского региона. Команды, которые принимают там участие: Сева, Минески, Кэнсей Висп, Рейв, TNS Gaming, VP Phoenix, MVP Hot Six, Gigward и Signature Trust. Во-первых, куда подевались Execration? Ну, они, по-моему,
Я не знаю. Они конечно. Они будут в Open Quali. Сегодня мне писал Это Эв, понятно, что они будут в Open Quali. да, что типа, блин, я не понимаю почему, ай-яй-яй, как плохо, да, у нас ухудшились результаты, но мы же ездили на LAN. Но, блин, Не, ну ну, а кто слушай, такие Гагвард? Кто такие Сева? Ну подожди, Джигвард это серьезные ребята. Джагуард ты это чё, топ-1 Австралии. Ну как ты можешь Нет, целый континент Какие? не Нет, пригласить? подожди, Джигвард это не австралийский, не совсем В смысле? австралийский. Топ-1 Топ-1 из одного? В смысле? Нет. Топ-1. Ну там же играет кто-то из них. А, погоди, там весь Джигвард состав это, сменился. это остатки малайзийских, это тех, кого Муши отшил, скажем А, так. я их, наверное, Остатки. я понял, это Яматеха компания. А с кем же я тогда их перепутал? Где X-Music это играет? Ты их перепутал с Kensei Whips. А, Кенсей Виз, да. Kensei Whips это Да, понятно, да. Но они Kensei тоже Whips- получили, потому что это целый континент. Как ты можешь не пригласить континент? Ну да. поиграть? И это опять-таки отмечаем, что это чудесные ребята, которым придется из своей Новой Зеландии, откуда там Годот из Австралии, играть с пингом 400 на сингапурском сервере. Слушай, я придумал идею. Послушайте, если стать первой командой из Антарктиды, Да. То можно и прямой инвайт получить внезапно. Есть 4 там лепрекона и клевер, 4 якоря, там можно 4 пингвина и лось, например, ну, что-то такое. Лося, да, это Собственно, в этой квале, касатка. в этой квале без шансов должны выигрывать, ну, две команды, которые поедут, это будет MVP Феникс и Рей. Вот так. Слушай, MVP Феникс, вот у меня А вопрос MVP такие, Hot вот Six. у меня вопрос с MVP на самом деле. MVP, притом это как-то прошло все незаметно для вот меня и вроде как, я так понимаю, для всей нашей аудитории, потому что про это как-то особо и не писали. Но MVP просто создали, разделились на две команды, притом Да. они разделили свою вот эту вот хорошую команду, разделили на две. И я тебе так скажу, MVP Hot Six-то поинтереснее выглядит теперь, чем Феникс. Ну, результаты так себе. Не, слушай, Hot Six, Феникс в последних играх обыгрывали. Hot Six из Малайзии играли, ну там, боролись. И Джагуардов обыгрывали, я вот прям сейчас смотрю результаты. И Андермайнера обыгрывали, и Трастов обыгрывали. Это в Hot Да Six? они вообще не проигрывают. я тебе Джеракс это в Hot Six он или в Да, Фениксе? Джеракс Hot Six. Да, Ну, Джеракс, да. Фариф, Хин, Ну вот да, вот Ментал этот- Протектор и Батон. Слушай, Батон. А вот этот батон Сила очень топовый батона. чувачок. Вот не надо, батон он топовый. Батон. В общем, я, если честно, вот для меня Азия, Злые. я не буду тут обманывать особо, для меня это такой полутемный лес. Батон Если- попадает в Black Hole. Батон поднимает Аегис. Я слежу только за самыми топовыми командами, да, Рейв, Малейжа, Минески, MVP, ну и Траст. И смотрю я вот на это все, и мне кажется, что здесь будут бороться Рейв, MVP, Hot Six именно, Минески и Траст. Ну, И на Траст, сам- потому что Иисус же. Потому что Иисус. И на самом деле я еще хрен его знает, кто тут победит. Ну, Рейв имеет больше всего шансов. Короче, Для меня самый бы- интересный. Вот этот будет самый интересный в плане вообще непредсказуемо. Тут могут выскочить любые абсолютно. Смотри, Он и в смотри. прошлом году, по-моему, был у нас самым интересным регионом, потому что там мог кто угодно появиться. Да, Да, это да, всегда. даже так. Я, Зефиры. я нам предлагаю, там, прикинь, там какая-нибудь команда из Квали в итоге выиграет это все, какие-то вообще отбитые сумасшедшие люди. Я предлагаю нам типа прогноза сделать, вот. Да, То вот есть, я, чтобы каждый сказал, вот как он думает, первое место, ну и второе. я бы сказал Рейв первое. Я и- запишу тебе. Рейв первое и Hot Six второе. Мгм. Феникс Я- на третьем У останется. меня Рейв первая, Феникс вторая. На третьей я поставлю Иисуса. Рейв. Ну, третий уже пофиг на Пофиг. него. Вов. Подожди, Рейв, Ну, а вторые Фениксы. да. Фениксы, да. Ну, Рейв первая, не знаю, я бы на второй воткнул каких-нибудь андермайнеров, только их что-то тут нету. Их Ну, может нет, быть, да, они- их Может, не они... понятно. Ну, короче, пиши андермайнер, может, они там пробьются. Андермайнер второе это топовые ребята, да, это реально топовые ребята. Но Они там на они ESL нормально давали играют. жару, да. Понял. Это, конечно, да. Нет, Андермайнер очень даже неплохие. Я скажу, что Hot Six первое место, а второе Рейв, ладно. Пускай будет так. Мгм. Вот так вот. Ну хорошо, ладно, хорошо. С Азией разобрались. Следующий регион, который... Ну ладно, давайте мы про американский пойдем поговорим. Собственно, команды, которые принимают участие на американской квалификации. Американской. Team Tinker, Root Gaming, Summer's Rift, Not Today, Team Leviathan, Complexity Gaming,
North American Rejects и ВВВВ. Не могу прочитать нормально эту команду. Will wreck by whistling. Я Да. научился, я американский дивизион неделю комментил, я выговариваю прям вот так вот. Собственно, вот эти 9 команд плюс Open Slot. Сразу вопросы поехали. Где и как? Какого хрена Тинкер делают на американской И квалификации? какого хрена там делают Левиафан? Я тебе... Так подожди, вот не надо Левиафанов трогать. Левиафаны играют хорошим составом. Не-не-не, ну погоди, Типы если Пуджа суппорта если берут. если ты сравнишь Ехак и Левиафан, ну серьезно. Да, Левиафан, конечно, намного круче. Но с другой стороны, у Левиафанов, по крайней мере, состав, начиная с прошлого Интернешнла, изменился только один раз, когда они поменяли саппорта. Все. И все это время они играют. Они отыграли 3 сезона Старладера, они отыграли кучу сезонов. Да, у них нету там супер результатов, но они всегда бодаются. Дженкинс этот известен своим этим пуджом лесным, суппорт пуджом, флейн пуджом. То есть, ну, у команды есть фишка, команду знают и так далее. То есть, почему претензий к Левиафану у меня нет, я вот приблизительно объяснил. Там, к Void Boys могут быть претензии, недавно появились. К этими Will Wreck могут быть претензии, тоже недавно появились. Что-то там меняют составы, X-Mike там у них есть, окей. North American Rejects. 24 марта создается команда Аш, Корок, МСС, Блик, Фоги. 24 марта, с того момента, они сыграли аж один турнир. Ну, Это хоть не прямой инвайт, квалификация. спасибо большое. Да, это квалификация на ВЦА. В этом турнире чудесном они сыграли 2 Best of 3 матча. Один выиграли, один проиграли. Все. Ах, вот Всё. он инвайтом запахло. Вот. Да-да-да, я реально тоже такую команду мог бы создать, не знаю, взять там Не Роста, знаю. еще кого-то, сыграть квалификацию на ВЦА, где-то там намашниться и что. Больше Ну, всего это такая вопросов лажа. к Тинкерам. Вот я не знаю, Ну, можно Тинкер это гореть вообще по забей. поводу чего угодно, но, по-моему, Тинкер это просто это верх, ну, это неадекватно. Все прекрасно знают, что американский регион, ну, откровенно говоря, он чуть ли не самый слабый регион по конкурентоспособности. И взять какую-то команду, которая вот тех же Alliance, и поехать им в Америку просто за месяц до ивента и сказать, мы американскую квал будем играть, потому что у нас в Америке буткемп, мы тут сидим уже хрен знает сколько времени. 4, одного из школы не отпускают. Школьник. Ну да, ну вот. Не, ну а чё, красавцы, как бы, тактический Это- ход. Ну это не тактический красавцы, ход, это... просто-напросто в следующем году вся Европа, и это уже, короче, я последних месяца 2 очень прошу у всех и пишу много постов, чтобы, не дай бог, не превратилась Дота в то, что случилось со вторым Старкрафтом. Во втором Старкрафте произошло то же самое. То же самое. Посмотрите, вот сейчас этот ВЦГ Америка, как он называется сейчас? ВЦС Америка. 16 из 16 это корейцы, которые играют на ВЦС Америка. 16 из 16. Даже не 15, а 16. Ну, в следующем Последнего году забили уже, последнего. ждем альянса Нет, слушай, который я где-то там в продолжаю гнуть свою линию. Мы создаем 10 команд, 10 и едем в Антарктиду. И мы говорим, у нас вообще турниры идут. Нам нужна отдельная квалификация. Битва за пингвина. да. Антарктическая квалификация, и вот. И мы там будем жители Вот, Антарктиды тогда Тинкера свободные. уже бы валили себе, не знаю, действительно, получили бы прямой инвайт, лучше бы дали. Ну, потому что это очень нечестно. Но, с другой стороны, а прикинь, еще Тинкеров закинуть в эту мясорубку европейскую, это вообще рвань была бы. Не, Вот ну, это слушай, было бы честно. Но рвань, не рвань, но Ну да, они было бы честно. европейская команда, в общем-то. 3 человека из Европы, 2 из как бы Америки. Почему они играют? Это то в же самое, Америке. когда Cloud9, так, играли, 4 команды были американский дивизион, Cloud9 играли американский дивизион, когда у них уже только Eternal Envy остался из Америки, Канады, и 4 игрока у них уже тогда был Misery и No Tail, ну типа это вообще... ну, тогда это, понятное дело, все-таки не такой масштаб, это тоже, можно сказать, это мейджорс, но, блин, все-таки масштаб не такой большой, А но самое сейчас-то... главное, слушай, самое главное, Тинкер просто забрали слот у Ехак, собственно говоря. Да. Ну вот то, что Тинкер попадут на International, то, что они выиграют квалификации, я, честно говоря, не сомневаюсь. То есть, кто с ними может бодаться? Нар? Ну, блин, хрен его знает.
Не, Вот Нар точно тут не вариант. Тут единственная команда, которая хоть что-то может сделать, это Complexity. Да, не, Complexity сейчас тоже. Ну, Summer Swift, которые самый были срыв, да. с Браксом, они могут пободаться, но все равно, ну, это почти нереально. Вот, ну, Сомнительно, очень сомнительно. да, все реально сомнительно. То есть тут есть невероятные перуанцы из Not Today, которые могут собрать чехлы и навалять любому, но это очень маловероятно. Поэтому здесь я бы вообще безапелляционно ставил Тинкер на первое место. Ну, давайте сделаем прогноз. Так, Виталий ставит Тинкера на второй нар или Нет. На второе я поставлю Root Gaming. Рут? Гейминг. Мгм. Хорошо, так, Иван, давай говори. Первое место, собственно, Тинкер, а второе, ну, давай, Нар. Я Нар, думаю, да. так, Вова. Ну, первое Тинкер, второе, я, честно говоря, даже не буду никого ставить. Я потому что вообще не разбираюсь в этом. Вот честно, эти все команды, для меня это полная загадка. Понял, я поставлю Это просто, Тинкер. Вова, ты, блин, комментируешь турниры, на которых нет американских Да. дивизионов. Да, Именно и- по этой причине. и Я там- поставлю Тинкер и поставлю... Ну, я тоже поставлю Нар, на самом деле. Я более чем уверен, что они выиграют. Ну, я не знаю, американский регион ужасно слабый. Ужасно. Но она в Там- прошлом году был ужасно слабый. Там, видимо, в доту, ну вот в Америке, ну в доту просто не играют. Там, При ну, этом- а по статистике, наоборот, таки в доту там играет очень-очень много людей. Приблизительно знаю. столько же, сколько в России, даже больше. Но нету как ни это лиг, ну работает? так нету, грубо говоря, все лиги, Нет, которые подождите, проводятся. Они начали появляться. Появился этот Dota Canada Cup, который исключительно для американских. У большинства турниров начинают появляться американские дивизионы. Понемногу, по чуть-чуть, я уверен, что американская Dota, ну, куда-то допролезет. Ну, действительно, мне кажется, Ну, если, пора, да. если туда не будут лез тинкера разнообразные, тогда все Да. будет хорошо. Но уже 2 или 3 года уже это как-то по чуть-чуть, и все это остается еще Не, пока ну очень... ЕГЭ-то пролезли, они же тоже появились так, не просто. Это там ребят, которые начинали там с самых Sad низов, Boys? тот же там АУИ 2000. Ну, нет, ну Фир-то он Это мочил. АУИ, это Потом Ботом, это второй интернешнл, это когда в доту так себе играли еще люди. Ну, в любом случае, то есть, если ЕГЭ пролезли, ну, Появится. я думаю, появится. Появится. Я тоже думаю, появится. Ну, очень на это надеемся, чтобы у нас следующая квалификация уже, может быть, не к интернешнл, а к какому-нибудь мейджору, они были уже от Америки какими-то все-таки интересными, потому что, ну, честно говоря, это самый скучный регион пока для просмотра, как по мне. Ладно, давайте к третьим, собственно, перед самым вкусненьким поговорим про Китай. Про китайскую квалификацию. Итак, кто у нас присутствует от Давай, китайского зачитывай. региона? Тонгфу 1, Тонгфу 2, Тонгфу 3. Тонгфу, Вичи 2, Вичи 3, да. Вичи 4. Тонгфу, Цидек, Ньюби, молодые, Гиперглори Тим, Old Boys. Это Энер- Тонгфу, Old Boys. Old Boys это Тонгфу 3. Это тоже Тонгфу. Хорошо, это Тонгфу 3, Energy Pacemaker, Вичи Гейминг Potential, Ехоу и Тонгфу 4, Тонгфу Ванчжоу. Собственно, 4... Нет, три команды. да-да-да, 3. Ванчжоу это 2, а Old Boys это 3. Да, точно. Собственно, у меня только один вопрос, а потом я дам вам возможности высказаться и тоже задать свои вопросы. Это команда Old Boys. Я в прошлом году про команду Ньюби говорил, там что-то я помню, они взяли International потом, но это не важно. Сейчас у нас, слава богу, эта команда не прямым инвайтом едет, но команда, в которой играет ВВФ, который завершил карьеру. Там играет Жоу, который как бы тоже вроде завершил карьеру. Кто-то там еще играет. Да. Диди, Лонг Диди. Состав, ну, просто жесткий. Ну, по именам, по крайней мере. И я помню очень много скандалов, что вот и Old Boys, и... Боже, из головы вылетел, как эта команда называлась-то, Big God. И Big God хотели забанить с турниров китайских, ну, за то, что игроки как бы объявили о завершении своей карьеры, но продолжают играть. И как это так? Так нельзя. Давайте их забаним. Как-то это все подутихло, никто никого не забанил. И вот эта команда, Old Boys, попадает в квалификации. Где Old Boys играли? Что-то они выигрывали вообще? Они, по-моему, взяли Они вообще ни одной какой-то... игры нигде не сыграли. Они сыграли, по-моему, 3 или 4 матча. Но, кстати, сюда не позвали команду IMG. Это плохо. Команду Яфица.
Имк, ну может. Да, Open хорошая. Qualifiers-то есть, все может Ну, быть. типа, команда более-менее. Сюда не позвали команду DK, которая, ну, имела результаты, но вот их здесь нету, просто нету. Зато есть куча составов. Есть Old Boys. Есть Old Boys, есть Тунгфу Каша. Мы напоминаем, что Ванжоу по-прежнему значит Блин, Каша. я просто смотрю Таркву вот сейчас. Вот мы до этого говорили про кого там, про Нарк, горели мы, Да, еще какие-то команды, да? Слушай, Таркву Boys это просто зашквар. Это по-другому не назвать. Команда вот серьезная, это вообще не вранье. Вот если Нар на самом деле сыграли, ну, игр 15 по факту, с момента создания, то эти сыграли 6. 6 матчей. 6 матчей. Из них они проиграли все, кроме одного. Они выиграли у IG 2-0. Как это? Причем я помню эту игру, это где-то неделю назад было. Не, неделю, пару дней. Нет, 6 дней назад это было. То есть, ну ты понимаешь, но зато там играет YVF, Тайна, и все. И как не, ну вот YG выиграл, слот на, зарабатывай сразу себе. Ну там Тяжело, парни по да. 500 000 человек смотрят на его стрим. Ну, просто вот это правда неправильно. Вот, как ни крути, да, по 500 000, пускай играет 1024 команд в Open Qualifiers, стримят, и пускай его смотрят 500 000, потому что, ну серьезно, ну где DK, где... Там еще пара команд есть интересных. У нас сегодня экстримчик вот в конфе писал, да, кого там еще не позвали. Ну, как минимум, первое, что приходит на ум, это ДК. Пускай ДК да, сейчас... согласен. Пускай они сейчас и не самые лучшие результаты показывают, но на протяжении вот всего игрового года они были хороши достаточно для того, чтобы побороться на квалификации, мне кажется. Да, я согласен. То есть я вот сегодня даже матч ДК смотрел, они с утра, блин, вот не могу вспомнить, с кем они играли. Ну, более-менее, ну, неплохо получается. То есть что-то да могут, и да, не супер сильные, да, не супер крутые. Ну, блин, короче, обидно. Вот тут обидно. И самое обидное в этом все, что эти олдбойсы еще могут вполне вот эту квалу взять. Ну тут есть Ехоум, да, тут есть Ехоум, не забываем, есть Сдеки. Хоть Сдеки сейчас просели очень сильно, есть Ехоум, у Но которых ХГТ есть все-таки, которые они неплохо выступают. Да, ХГТ неплохие, тоже согласен, опять-таки, то есть вот сегодня ХГТ опять-таки с утра наблюдал против LGD. LGD, конечно, их так в салатик немножечко раскатали, скажем так. И вот как раз-таки ХГТ сегодня играли с ДК и сыграли в ничью 1-1. И ДК нету, а КГТ, вот видите, считается одним из фаворитов. То есть, ну, такое, это все такое, это Китай, его умом не понять. Я могу просто такую историю рассказать, коротенькую, про то, вот как к этим командам второго эшелона вообще относятся. Был вот этот турнир VP Game Pro Liga, и там была групповая стадия. 8 команд, 4 в одной группе, 4 в другой, играли между собой, и топ-2 из каждой группы выходили в плей-офф. Они выходили сразу в лузера. А в винерах все было забито уже командами, которые вообще забили, ну, их просто позвали. Ну, то есть ты играешь группы и выходишь в лузера. А в винерах тебя ждут там IG, LG. А в винерах они там... А в винерах тебя никто не ждет, тебе в винерах не играть, ты как бы можешь тебе падать, повезло только Ньюби Янг, на которых упали Ньюби. Они их отметелили и слились на следующих там ребятах, потому что там команда гораздо сильнее. В Китае есть отличная организация ACE, которая все за всех решает, и иногда их решения могут быть спорными, но им, в принципе, плевать. Они все делают как хотят, и можете с ними спорить, можете с ними не спорить, они все равно будут правы. Все просто. Вот. Кого захотели Ace, сюда позвали. Тут все понятно. Как бы там Perfect World Ace, они там являются... Valve, по-моему, туда даже не лезут, в этот дивизион. Вот. Ну, этот дивизион выиграет Ехом вообще без вариантов. Это грустно. Но, кстати, я давайте очень сильно прогнозы. Дело в том, что я хотел бы сказать, вот вы тут обсуждаете, есть команда здесь не самая заметная, Vici Gaming Potential, просто с такими потенциально жесткими результатами, что они чуть ли не главный фаворит, по-моему, всей квалификации. Я бы сказал, что оттуда кого-нибудь заберут после этого энда точно. Ну, из куда-нибудь в крутую команду. Ну, в общем, честно, вот я начну сам с своего прогноза. Я вообще хрен его знает. Вот тут настолько много команд. Для меня здесь абсолютно равные шансы имеют Ехом, Цедек, Hyper Glory Team, Vici Gaming Potential и Energy Pacemakers. Плюс вот эти вот... хорошие, Скабу. Ну, это вот уже такое себе. Ну и плюс вот эти вот Old Boys, которые хрен его знает, что от них ожидать можно. Но я уверен, что они провалятся, потому что у них Long GD играет. Он все время проваливается. Поэтому я, наверное, поставлю здесь, что первое место возьмут
Первое место возьмут, наверное, Гипер Глори Тим. Как тяжело, боже. Ничего себе, как тебе тяжело. Боже. Я слышу Потом, боль, что боль. ли? Первое место возьмут Ехом, второе Вичи Gaming Potential. Вот. Мгм, мгм. У меня первый Ехом, второй Тонгфу. Я солидарен с первой Ехом, второй Кунг-фу. Тонг. Вот так. А Так, мне кажется... Тут я просто, почему-то мне кажется, что мы все победители не угадаем, на самом деле. Я но- поставлю первое Цедек, второе Ехоум. Вот так. Седек, Ехом. Окей, окей. Ну и самое вкусное, вот то, ради чего собрались зрители этого подкаста на первом часу 5-й минуте мы начинаем про это говорить. Итак, европейская квалификация. Зачитываю список участников. На первой строчке у нас Вега Сквадрон. Дальше идут Burden United, Natus Windsor, Power Rangers, Ninjas in Pyjamas, Alliance, London Conspiracy, Hellraisers, Four Rangers плюс Sea Captain и Open Qualifiers, в которые будут Габлаки, Ванскоры и все, кто только... Маги... не, маг в Веге. У меня точно. И уточняющий все, кто вопрос. только может. А скрин в каком-нибудь составе из этого всего безобразия? Он в Веге был, по-моему, но теперь Последний уже раз нет. он был в Веге, но он Да, там уже давно не да, числится. потому что туда пришли Соло и Маг, и как-то, видимо, его... Понял. по- Ладно, потиснили. все. Ну вот, кстати, может Я быть, уточню. стак Скорина там будет в Open Qualifier. Вполне возможно. Итак, мысли по поводу европейской квалификации. Я думаю, что претензий, но лично у меня, вот я так смотрю на состав команд, которые приглашены, у меня нету ни одного вопроса к какому-либо составу. То есть у меня нет вопроса, там, как в прошлом году, за что Хакон дали, там, инвайт на квал. То есть тут действительно собрались команды, которые квалификации достойны. Ну, меня можно есть- было прицепиться к London Conspiracy. Есть два, да, вот London Conspiracy. И For Rangers, да, наверное? Нет, Нет, Four Four Rangers Rangers очень нет. хороши. У меня не в обиду нашим белорусским друзьям, но к Power Rangers тоже есть определенные вопросы. Дело в том, что мне кажется, что Power Rangers сюда попали во многом, потому что зацепить бы целый большой регион Белоруссию, в котором много дотеров. Просто здесь Ну, нет из-за одной былые команды. заслуги, скажем так. Ну, ну да, и как бы из-за тег были заслуги. Но результаты в последнее время такие, что это они, наверное, сами очень сильно обрадовались, когда себя увидели в списке. Потому что, ну, как минимум, нету одной команды, которая 100% должна была быть здесь. СФЗ? Нет, Нет, конечно. нет. Что такое СФЗ? Basically Unknown она называется. Она здесь должна была быть 100% вместо Но, кого-то. во-вторых, есть хорошая команда Ромена под названием Гумба. Еще BBC ж есть, да. Еще Есть же еще BBC, Есть много которые- команд, да, но вот для меня Basically Unknown это команда, которая, она выступает примерно наравне с Burden United, вот как бы это не было бы странно, да, не сильно отстает там от Hellraisers, от Веги по результатам. Не сильно от Natus Windsor она отстает по результатам, если же быть откровенно, да? И обгоняет она и London Conspiracy, и Power Rangers. Но London Conspiracy у нас попали на SLTV LAN, я думаю, это их пропихнуло, исключительно это. А Power Rangers попали все-таки за былые вот заслуги. Но Basically Unknown, мне кажется, что должны были быть здесь. Ну, также там еще куча команд. Вот тут Open Quali тоже будет бешеная. Мгм, да, Но она действительно. будет самое интересное, это однозначно. Вот это тут Open Quali, там будет просто... суть этого Open Quali такова, что я вот просто-напросто узнал, когда она будет, что это будет 18 мая, по-моему, начнется и так далее, и закончится где-то числа 20-го. Мы как раз будем лететь обратно с саммита, и я очень жалею, что я вот на финальном матче этого Open Quali не попадаю, потому что есть тупо желание покомментировать, там, начиная там, с четвертьфиналов, ну, потому что там действительно будут такие рубки, если вдуматься, те же BBC, и наших там куча команд разнообразных будет, миксов, да и не просто миксов, ну, короче, будет очень интересно. Вот квали тут начнутся раньше, чем везде, в других местах. Ну да, больше всего, наверное, команд все-таки именно в Европе будет. Вов, что ты думаешь по поводу приглашенных команд? Есть ли у тебя вопросы и вот, команды, которую ты не увидел в этом списке, но хотел бы? Да нет, наверное, ну вообще такой список получается, то есть, не знаю, может быть это из-за того, что мы сами ближе к этому региону, но смотрится он самым интересным, то есть нету никаких прям явных супер там аутсайдеров, ну вроде как бы там есть пэры, у которых все не очень круто, но они любят удивлять, и плюс, опять же, тег такой довольно-таки уже
ну, на слуху те же Вега, ну и вообще очень много команд, вот, которые друг друга там могут все уделать. Я здесь даже, честно говоря, топ-1 однозначно вот для себя не вижу. То есть я вижу команду, которая должна как бы его брать, но то, что ее может обыграть 5-6 команд из этого списка, и еще Open Quali команда, которая здесь будет, мне кажется, самой сильной из всех вот этих вот команд относительно участников. То есть она здесь вполне может... Я вообще уже давно хотел сделать прогноз, что Скрин возьмет квалификацию, но он не попал ни в одну из этих команд. Но... Что за фигня вообще? Скрин, Понимаешь? что за Скрин, балет? соберись. Играет Причем точно. он сам ушел отовсюду, хотя мог бы быть, ну, вот так во многих здесь командах. Нет, ну, если реально посмотреть на команды, в которых играет Скрин, они просто вот в первые там, в первое время они выходят и дают всем люлей. Очень жестких. Ну, таким командам, скажем так, не самым крутым, а бывает и самым крутым. Ну, такой Вова нашего времени, ты, Вова ПГГ. Ну, Новый да. ПГГ, ну слушай, он у ПГГ набирался опыта, долго Да, играл. да, Они да, вместе- да. Передавал мудрость всю Володя ему. Ну что ж, Слушай, да. что ты хотел, да. ты что-то хотел добавить? Я хотел, на самом деле, просто я, конечно, понимаю, что мы уже подходим потихоньку к концу и можем закончить, но на самом деле мы не уделили вообще внимания, мне кажется, той теме, которая интересует, наверное, 50%. Почему Нави не получили Да, прямой инвайт? почему Нави здесь? Вот почему Нави не получили прямой инвайт, а они вот тут? То есть именно Тебе про хочется Нави поджечь, тебе хочется Да только всё поджечь. куплено нет, просто, это что почти, тут нет, это всё почти куплено. каждый второй комментарий везде. Меня засыпали в ЛС этим, типа НС, обязательно обсудите в Студанале, почему Нави не дали прямой инвайт, и просто люди спрашивают, типа, почему Нави не дали прямой инвайт, твое мнение. Вот я хотел бы, чтобы вы как-то высказались, что ли, да, вот с нашего, потому что, ну, не всем же понятно, да, не все же следят за каждой игрой и так далее. Мне кажется, надо людям пояснить, вот почему, хотя бы по нашему мнению, да, Нави играют квалификацию и не получили прямого инвайта. Ну, Ярослав, в принципе, ты и можешь пояснить. Нет, я хотел бы, чтобы все. А, ты хочешь, чтобы не тебя хейтили, да? Тут... Нет, ну... Да нет, чё. Вот. Natus Windsor просто, они как бы не наиграли на прямой инвайт. То есть, более того, они вот, ну вот серьезно, я открываю какой-нибудь рейтинг. Я бы даже сказал так, они наиграли на непрямой инвайт. Они играли на непрямой инвайт. Притом шансов у них было много. Я уверен, что Valve, они до последнего думали, до последнего ждали и надеялись сами, что Нави сейчас, вот с очередным изменением состава, которых за год произошло у них пятерик, да, что они вот 6 сейчас... у них даже. Ну да, там, что они вот сейчас начнут играть. Вот они могли начать играть в любой момент, даже в самый конец. Я уверен, что с приходом Артстайла и Фаника, если бы они выиграли вот все игры после этого свои, в которые они играли, да, а там ничего такого суперсложного не было. С IG они каждую вторую игру не играли. Надо было выиграть. Сейчас я смотрю. ВП, Empire, Hellraiser, Stinker, Basically Unknown, Empire, Cloud9 и Альянс. Это можно сделать было, если команда... Ну, хотя бы Ашеров обыграть вот в этой Red Bull, на которой они поехали. да, Это бы то много есть, дало. Обыграть где-то кого-то, поехать на Red Bull, там выступить неплохо. Они бы могли получить этот инвайт, начни они играть даже за месяц до инвайта, вот с последними изменениями состава. Но они так и не начали играть. То есть они вот, ну не за что дать инвайт. Как ни крути. То есть их отправили в квалификацию, чтобы они доказали свою как бы состоятельность на текущий момент. И здесь нету, в общем-то, никаких вопросов. И просто я всем, кто кричит об этом, советовал бы открыть, ну, вот какие-нибудь рейтинги, да, есть рейтинги Join Dot, есть рейтинги на Virtus.pro, есть на Gosu Gamers, есть и другие рейтинги. Люди просто думают, что Valve там, типа, набирают медийку в первую очередь, и, типа, Нави, несмотря на результат, но это супер медийка, как в Европе, так и в Китае, так и в СНГ, где только можно, и как бы там играет Дэнди, и туда вернулся Артстайл, и надо звать, конечно, потому что это ж нереальный буст для турнира, для по зрителям, как бы, и так далее, но Valve... это правда, это действительно... Это правда, но Valve, вот, спасибо им большое, они не поддались этому влиянию. Вот все, за что мы гнобили Valve, за Oldboy, за ВВФ, а сейчас вот Valve просто-напросто берут и своим решением не позвать Нави, мы им все теперь прощаем, да, вот, теперь они честные, да.
Но, как мы выяснили, они... А вот если бы они еще позвали в Нави, вот я бы тут точно сгорел бы так, что это забей. Ты бы полыхал прямо сейчас, даже Я если бы полыхал бы так, горел бы Да, у людей бы мониторы горели просто. от просмотра. Да, от просмотра Дело в том, просто. что, как мы выяснили, ну, как вот мы видим, как бы Valve зовут на квалификации где-то по медийности, да, Old Boys, там, North American Reject, два состава MVP, которые еще оба не успели там ничего показать толком, Power Rangers, и еще некоторый набор команд, они получили инвайты за свой тег, за свои былые заслуги, за именитых игроков и так далее. А в Main Event все-таки звали по результатам. Единственное исключение — это Ньюби, которые прошлый чемпион, ну и, может быть, Малейжа отчасти. Я думаю, что имя Мушу там сыграло роль немного в этом инвайте. Но все-таки Малейжа, тем не менее, инвайт заслужили. Нави инвайт, ну, к сожалению, не заслужили. Да, Вова, ты молчал все время про Нави, ты хочешь самым чистым из воды выйти тут, что ли? Я не понял. Скажи что-нибудь, скажи. Ну, не наиграли. В принципе, да все уже сказано, но я полностью согласен со всем. В общем-то, я вообще, когда артстайла взяли в Нави, я думал, что это просто гвоздь в крышку гроба. Ну вот серьезно, я именно так и думаю, боже, это конец. Ты понял, то есть он молчал, а потом... Как сказанул? И после того, как они с артстайлом играли, еще и кого-то выигрывали, я до сих пор не могу поверить, что они играют так неплохо. И причем артстайл играет получше многих. Он реально там первую игру, которую я комментировал, он там Вова, все, фантастическими... не отмазывайся, все, ты Но мы да, всё у меня до поняли сих уже. пор это ощущение, вот оно как бы есть. То, что, ну, я не знаю, вас вообще не удивило, когда артстайла взяли обратно после Конечно, всего всех того? удивило, чувак. Мы были в прямом эфире с Каспером, и мы сидели просто с открытыми ртами, нас режиссер прямо на камеру включил, потому что мы сидели с отвисшими челюстями. Это один из немногих трансферов в СНГ, о котором я не знал заранее, и от которого я реально был в шоке вообще, причем настолько в шоке, но что буквально 2 дня до этого мне писал Фаник и просил, чтобы я помог ему замашнить слоты на турниры его новой команде, которую они там собирали с кем-то там. То есть Ну там да. я был действительно шокирован. Но если говорить о Нави, я хотел еще одну такую маленькую ремарочку сделать, что Нави, вот, несмотря на то, что они не заслужили и так далее, я все равно считаю, что Нави были буквально в 2 картах, если бы они их не проиграли в некоторых маленьких ошибках, а выиграли от прямого инвайта. Если бы они ESL выиграли у и Ашеров, если бы выиграли у Ашеров квалификацию на Red Bull и ESL у Cloud9, да, их бы позвали. Возможно, так и было бы. Возможно. И никто бы не был против. И все бы типа сказали, ну да, с новым составом заиграли, все круто. Да, молодцы. так и есть. До 100% что так и есть. Согласен, тоже согласен. И пролетели Ну вот- бы какие-нибудь там Virtus.pro или кто-то еще. Но скорее бы в Virtus.pro бы не попали, а попали бы на... Ну, имеем, что имеем. Нави будут бороться через квалификации. Давайте мы как-то подытожим все-таки европейскую квалификацию и топ-2 определим, кто, собственно, выиграет квалификацию, кто отправится играть в Wildcard. И на этом, собственно, и будем закругляться потихонечку. Я бы назвал... Ты нас записываешь, да? Да. Я бы сказал, первое место Alliance, второе место Нави. Мгм. Так, кто еще хочет высказаться? Я думаю, НИП все-таки возьмут первое, а Нави на втором. Мгм. Первое место Hellraisers, второе НИП. Hellray, так, HR, NIP. А, мне надо немножко подумать. Я Ага. просто очень хочу хвоста с собой на студию аналитики. Ну, здесь столько А, всяких вкусных команд, на самом деле. Да, Вкусных очень игроков, вкусных. которых Согласен, можно забрать. Альянс и Вега у меня. Альянс Вега первый, на Вега втором. второй. Ну, Андрюша! Андрюша Должен и отомстить Леша, у которого будут не Не, проблемы. подожди, нам не надо, чтобы Леша ехал. Ну, я ставлю так. Я вижу среди этих команд примерно более-менее одинаковые шансы у Нави, Веги, Hellraisers. Ну вот у и НИП после Альянс. То есть, но мне почему-то кажется, что Вега может заиграть Ну, здесь. это всего лишь... Но если против Alliance не будут банить Фурион, как это делали вчера Нави, то, в принципе, да, у них будет все очень неплохо. Это всего лишь
предсказание, это даже никакой не Да. прогноз, это пальцем в небо, потому что это будет дикая мясорубка, и там уже ближе к делу Квалификация можно всегда будет- это мясорубка, Да, да. там уже ближе к делу можно будет хоть что-то сказать. Особенно по европейской. Скажем, в Америке я уверен, что мы угадали с тинкерами там более чем полностью. В Юго-Восточной Азии там рейв, MVP у нас у всех практически, кроме Maelstrom, который верит в Underminer, который где-то пролезет там. Андермайнер. Ну, вот. Ну, правда, тоже парень с думаю. ником Батон меня смущает. Потом играет за MVP. вот, Ну сука. Да, вот я тоже думаю, что там рейв и MVP, скорее всего, так и поедут, те или другие. А вот в Китае и Европе очень тяжело что-то прогнозировать, там прям вообще замес. Ну, я предлагаю тогда на такой небольшой интриге, что ли, для нас, и для зрителей заканчивать потихонечку этот подкаст. Какие-то финальные слова, какой-нибудь, может быть, итог кто-то хочет подвести по поводу всего того, что мы обсуждали, инвайт прямые и квалификации. Есть ли что-то добавить, что не добавили по ходу этого подкаста? Или... Хочу, чтобы на следующих выходных Рейв выиграли саммит. Вот так. Чтобы Valve за голову взялись? Да, чтобы Ох, все господи. плакали просто. И в первую очередь Рейв бы после этого плакали. снялись с квалификации на International. Ой, это прям будет бомба, но вряд ли они снимутся, да? Но если Рей выиграют саммит, это будет реально бомба, и будет много вот, Главное, чтобы у нас не Габену было... вопросов, который с нами здесь молчит весь Да, подкаст. да. Габен, он вынимает информацию и там Габен просто записывает. сидит, тебе надо, знаешь, тебе надо было вот в эту плашечку, в которую он там сейчас вкручен, надо было сделать такую фишку, чтобы он уменьшался, знаешь, по ходу подкаста. Не, я его... Не, или знаешь, вот эти кусты, и такой Гомер входит в эти кусты спиной, знаешь? Я его в какой-то Габен. момент увеличивал, уже не помню в какой, когда он смотрел более пристально на нас всех. По-моему, когда мы про Нави говорили, что-то типа того. Ну ладно. Он же все равно ни черта не понимает. так Да, что- да, да. В общем, ладно, давайте закругляться. Спасибо за то, что приняли участие в этом подкасте. Это был 5-й подкаст Студанала, не последний. И я надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь, конечно же, на YouTube-канал Студанал One, да? Студанал One же у нас YouTube-канал. Нет, студия аналитики Просто студия аналитики. По-русски Подписывайтесь на наш твиттер Студанал One. Есть только один официальный твиттер Студанала. И, собственно, на нашу группу ВКонтакте Студанал. На сим я и мои коллеги с вами прощаемся. И пока.